Губы немножко суховаты, кожа начинает защищаться и, как бы можно сказать, сама себя обезболивает. Я всегда начинаю с той губы, которая более светлая. Будет очень красиво смотреться и при заживлении, и на фотографиях. Уход очень легкий, простой. И вот за 3 дня до процедурки вы можете скрабировать губы, только не после процедуры, а до. Здравствуйте, меня зовут Анна Солнышкина. Сегодня мы на канале Hanafi Colors Pigments, и сегодня я хочу вам показать свою технику. Будем делать губы, как уложить быстро пигмент за один проход. Анна Солнышкина, основатель школы и студии по перманентному макияжу в Ставрополе, создатель авторской системы удаления перманентного макияжа «Чистая кожа», обладает медицинским и художественным образованием, окончила 43 мастер-класса, опыт работы 7 лет, спикер конгрессов Улуп и Permanent Evolution, призер чемпионата Total Control и обладатель премии Profi Performance Award, официальный представитель бренда Hanafi. Губы немножко суховаты. Если я вижу сухость на губах, я использую пилинг специальный для губ, пилинг-скатку. Мы наносим на несколько секунд и потом снимаем втирающими движениями этот пилинг ватным диском или пальчиком, и у нас будет скатываться верхний слой кожи. Это поможет нам более качественно уложить пигмент и более быстро. Эскиз я рисую только кистью и тональным кремом. Губы я не увеличиваю за счет перманентного макияжа, это работа косметолога. Я работаю только вот в розовой кайме. Белую кайму я не трогаю, потому что это уже границы именно кожи и губ. У нас на губах есть мимические морщинки, нам так будет легче понимать, что это губы, а на коже у нас поры. Если вы будете работать также в зоне пор, на коже это будут уже 2 разных оттенка. Естественно, при заживлении здесь будет очень много просветов, и клиенту будет не нравиться этот эффект, и нам придется очень сильно уплотнять, и поэтому приконтурное пространство будет очень темное, и будет некрасивый контур, который будет со временем сходить неравномерно. Поэтому я всегда рисую эскиз только возле розовой окантовочки. Почему я выбираю именно консилер? Потому что он хорошо заполняет поры, и во время работы я уже могу увидеть сразу, работаю я именно с губами или все-таки я вышла за контур губ и работаю уже на коже. Консилер я беру более светлый, чтобы его было хорошо видно. Именно зону комиссуры нужно соединить. При улыбке они должны сойтись в одном горизонте именно губ. Можно поставить именно точечки пигмента прямо возле нашего консилера. Просто их соединять, если вы боитесь, что выйдете за границы. Он подсыхает и во время работы не стирается. Уголочек хорошо выворачиваем. Аппарат, когда прокрашиваю губы, у меня строго 90 градусов, когда контур немножечко под углом. Приближаясь к арке Купидона, я подстраиваю кожу к игле. Я прижала, немножко приподняла наверх и потянула к левому уху клиента. Что мы делаем в арке Купидона, чтобы она была идеально прокрашенная? Здесь я прокрашиваю немножко крест-накрест, то есть я захожу именно вот так, образуется хороший уголочек и нету просветов. Движение на себя в коже, назад возвращаемся, вперед. Смачиваем палочку ушную или микробрашек и протираем, только не все губы, а делаем как бы такие пробы и смотрим. Вот она, наша тонкая красивая линия. У нас просто через 20 минут начинает работать собственная анестезия, адреналин. То есть кожа начинает защищаться и, как бы можно сказать, сама себя обезболивает. Здесь мы теперь подходим к нашей комиссуре, к уголочку, да, тянем к уху, к левому клиента, прям максимально стараемся. А большим пальчиком выворачиваем к правому ушку или вот к щечке. Можно вот так 2 пальчиками растянуть. Немножечко, чуть-чуть скатываем именно на зубки. Я немножечко подмораживаю, наношу анестезию, чтобы выбелить и убедиться, что контур у нас четкий. И перехожу к нижней губе. Делаем все то же самое. Натягиваем большим пальчиком сильнее к себе, а указательным просто придерживаем кожу. Плюс мизинчиком помогаю и оттягиваю немножко вниз кожи к подбородку. Рука должна быть максимально расслаблена. Вы должны слышать такой легкий хруст. Это сопротивление иглы кожи. Долго не стоим на одном месте, то есть постоянно двигаемся вниз к себе. Нужно следить, чтобы руки всегда были сухие, чтобы не смазался эскиз. Все, контур мы закрепили. Что мы можем наблюдать? Когда мы нанесли сустаин, если бы вы сработали немножко неправильно, например, выше контура губ, то здесь бы было все белое. Была очень сильная бы разница между кожей и своими губами. У нас просто немножечко
высветлился контур. Делаем валик, кладем под губы, чтобы хорошо вывернуть кожу. Прям хорошо в уголочек. В уголках я работаю более короткими, быстрыми движениями. Хорошо растягиваем. Работаем на себя кончиком иглы и считаем до 10. Размах у меня не сильный, но маятник. Туда-обратно. Не нужно бегать по губам, торопиться, делать первый, второй, третий проход. Тем самым мы будем сильно травмировать кожу, нам придется наносить анестезию. Анестезия на поврежденной коже вторичная проникает глубже и дубит сильно кожу. Тем самым вы не уложите тот цвет, который нужен. Потом лимфа начнет сильнее выступать и все сойдет вместе с цветом и с корочками. И заживление будет гораздо проходить сложнее и болезненнее. У меня игла стоит 30 диаметр, заточка М, потому что губы мягкие, тонкие, острая иголочка будет резать кожу. Нам нужно, чтобы она хорошо красила и была хорошая сцепка. Работаем слизистой вертикальными штрихами. Можно даже, если получается, сделать вертикальное натяжение кожи. Слизистой сильно только не давим иголочкой и аппаратом, потому что кожу можем немножко порвать и будет сильный отек. По отекам мы не работаем, то есть нам придется очень долго ждать, пока сойдет отек. То есть такой отек – это норма, минимальный. Немножко поджимаем слизистую и прокрашиваем вместо валиков такими короткими, маленькими штришками. Во время работы ни вазелин, ничего на губы не наношу. Это нам не нужно. Прям хорошо открываем и короткими штришками. Считаем до 10 на себя, от себя. От себя немножко порезче прям толкаем. Прям стараемся чувствовать, как у вас пальчик выкидывает аппарат, отталкивает. Штрих у нас не внутрикожный. Обязательно мы выходим из кожи. Сейчас мы немножко сустаином нанесем именно на контур. Начинаем с уголочка. В уголках у нас есть гранулы Фордайса. Можно положить пигмент поплотнее. То есть прям быстрые, более резкие движения. Не боимся. Нижняя губа у нас более сосудистая. Видно, как выступает лимфа, потому что очень много сосудов. Для нас это не очень хорошо. Поэтому ближе к слизистой я буду работать троечкой. Я штрихи немножечко более расставляю, чем на верхней, потому что нижняя губа была очень насыщенная, яркая. Если мы будем работать точно так же и на нижней губе, как мы работали на верхней, она опять будет ярче. То есть нам нужно просто выровнять цвет. Здесь в основном я работаю с приконтурным пространством, потому что приконтурное пространство светлее. Я за основу взяла номер 9. У меня было 6 капель. 2 капли разбавителя и 4 капли номера 6. Я сейчас в слизистой поработаю чистой шестеркой на верхней губе и на нижней. Тем самым придадим объем. Мы приближаем сейчас прям к таким сложно прокрашивающимся местам. Это подушечки. Поэтому я прям штрих сокращаю еще. Если он был 5 мм, то сейчас прям будет миллиметрика 2 и такой более быстрый и резкий. Для того, чтобы проколоть эту подушечку. Крашу также в обе стороны. Почти иголочка с кожи не выходит. Я выбрала 2 своих любимых оттенка, это номер 9 и номер 6. Они быстро укладываются в кожу, это значит минимум травмы, это значит более натуральный эффект, это значит не пластилиновые губы, это красивые сочные оттенки. Это плюс как и для мастеров, так и для клиентов. Клиентам не нужно будет в дальнейшем очищать кожу, чистить, делать процедуру удаления, а нам будет легче работать в дальнейшем, делать процедуру обновления. Также хотела рассказать про пигменты Hanafi. Смотрите, лучше, конечно, брать всю палитру. То есть у меня все оттенки, потому что бывает, клиент приходит, то, что нравится мне, клиенту не нравится. Сильно переубеждать я не собираюсь, потому что, в принципе, все оттенки очень красивые, но мои самые любимые это 4, номер 7, номер 9 и номер 6. Я просто смотрю на тон губ. Если губы свои очень яркие, сочные, то нет смысла вообще брать нудовые оттенки. Вы просто не перекроете, он будет пропадать на губах. Как бы эффект сделать зацелованных губ, как девочки говорят, да, то лучше сразу капать разбавитель. Если нужно что-то более плотное, помадное, то, конечно, разбавитель нам не нужен. Но мне больше нравится работать с разбавителем. Губы получаются более бархатные. Хочу немножко рассказать вам про иголочки Hanafi. В последнее время я работаю только на них. Протестировала, очень хорошая заточка. Даже на средней заточке, то есть игла именно прокалывает очень хорошо кожу. И мне очень нравится, что хорошая сцепка с кожей. Игла работает не впустую, а она именно вот прям красит кожу. Есть иглы, которые очень мягкие, маленькая сцепка, и игла как будто вот отскакивает и все. То есть она не прокалывает.
а здесь наоборот. Вот иголочка, она именно прижата к низу. Игла стоит четко, она во время работы не бегает по модулю, по носику, и тем самым она не рвет кожу. И большое окошко, вот это окошко, оно гораздо больше, чем на других модулях. Получается, очень хорошая идет циркуляция воздуха, то есть пигмент идет равномерно. Сама иголочка не очень тонкая. Чем тоньше игла, тем сильнее она режет кожу. Здесь кожа у нас суховата, поэтому немножечко кровит. Это нормально, потому что мы ее немножко сдираем, эту корку. Сильнее травматизация, то есть. Поэтому я, конечно, клиентов предупреждаю перед процедурой, как правильно ухаживать за губами. Уход очень легкий, простой. Или вазелином обычным, или детским кремом, или пантенольчиком. И вот за 3 дня до процедурки вы можете скрабировать губы, только не после процедуры, а до. И стараемся губы не облизывать, не кусать. Как правило, в зоне, где были корки, пигмент укладывается очень плохо, и там очень маленькие остатки. Хорошо, теперь выворачиваем этот уголок прям вот так. Указательным пальцем держим, большим тянем сюда. Начинаю с уголка и поднимаюсь, объединяю цвет. В уголках плотно не кладем, иначе будет некрасиво. Сейчас здесь немножечко выравниваю приконтурное пространство. И плюс нашу арочку Купидона такими более длинными рассеянными штрихами. Просто уплотняю. Серединка должна быть более яркая, плотная. Тем самым мы вывернем визуально губы. Про троечку обязательно проверяю, чтобы она была прижата к нижнему краю. То есть любую иглу я всегда проверяю. Здесь она четко прижата, очень хорошо работает мембрана. Делаем валик такой вот, просто на зубки кладем и работаем вертикальными штрихами. Обязательно ручки держим на модуле, пальчики, чтобы мы чувствовали прокол. Окошко смотрит в бок, это очень важно. Цвет, естественно, еще проявится. Беру вазелин фирма Hanafi. Прям втираю сейчас прям плотно. Заполняю все морщинки. Лишний блеск аккуратно убираем. И делаем все то же самое, что мы делали с эскизом. Потому что анестезию я не использую вторичку, поэтому кожа вокруг красновата. Я ей просто убираю красноту. Фото я немножко ретуширую. Работу я не трогаю, просто вокруг кожи. Убираю, если есть там прыщички, высыпания, красноту. Чуть-чуть совсем. Такие красивые губки у нас получились. В один проход на пигментах Hanafi я выбирала номер 6 и номер 9. Вот, спасибо всем. Подписывайтесь на канал Hanafi Colors Pigments. Все, всем пока-пока.